Еще в апреле 2019 года полиция выяснила, что Роберт Кремо пытался покончить с собой. А затем, несколько месяцев спустя, он уже угрожал массовыми убийствами. Итак, полиция забрала у него ножи, и все. Они больше не следили за ним. И даже если бы они это делали, чего бы они добились? У него отобрали оружие. Для него не проблема достать еще. В любом случае, полиция не считала, что ситуация требует дальнейшего внимания с их стороны. Как мы уже знаем, Кремо все еще мог легально покупать огнестрельное оружие, несмотря на то, что был явно психически болен. Теперь сделайте паузу на секунду. А почему так получилось? Посмотрите на Роберта Бобби Кремо. Не могли бы вы продать пистолет этому парню? Разве он похож на чокнутого? Разумеется, похож. Так почему же никто не поднял тревогу? Ну, может быть, потому, что он ничем не выделялся. Может быть, потому, что в Америке много молодых людей, которые внезапно выглядят и ведут себя так же, как этот парень. И это не наезд, это просто констатация факта. Как будто они обитают в уединенном фантастическом мире социальных сетей, порно и видеоигр. Они накачаны одобренной правительством травкой. Да, курите еще. Очень за вас рад. Они одурманены бесконечными психотропными препаратами, которые психи, выдающие себя за консультантов, раздают в каждой школе страны. И, конечно, они злятся. Они точно знают, что их жизнь не будет лучше, чем у их родителей. Она будет хуже, и это почти гарантированно. Они не настолько глупы, чтобы этого не понимать. А люди, авторитет которых они признают, в основном, кстати, женщины, никогда не перестают читать им лекции об их так называемых привилегиях. Вы мужчина, у вас привилегия. Представьте себе это. Попробуйте представить себе более нездоровую и более несчастную жизнь, чем это. Итак, многие молодые люди в Америке буквально сходят с ума. Вы удивлены? И вот что поразительно. Большинству из них врачи прописали психотропные препараты, СИОС или антидепрессанты, и в то же время именно среди них было очень много массовых стрелков. И еще раз уточню, что эти препараты предназначены для предотвращения агрессивного поведения. Похоже, тут все же есть какая-то связь. Эрик Харрис, убийца из Колумбайна, принимал Золофт, а годом ранее 15-летний Кип Кинкл застрелил своих родителей и десятки одноклассников. Он принимал Прозак. В 2005 году 16-летний подросток по имени Джефф Веса убил своего дедушку и 10 детей в Миннесоте. Он тоже принимал Прозак. 27-летний Стивен Кхмерзак, который убил 6 человек в Университете Северного Иллинойса в 2012 году. Вы, возможно, помните, как 25-летний Джеймс Холмс вошел в кинотеатр и застрелил 82 человека. Он был на Золофте. Список можно продолжать и продолжать, и продолжать, и продолжать. Это включает в себя стрелка на военно-морской верфи в Вашингтоне в 2013 году. Это был 34-летний Аарон Алексис. Сюда также входит Дилан Руф, 21-летний парень, который расстрелял церковь в Чарльстоне. Он, по-видимому, был расистом, и мы много слышали об этом. Хорошо, но мы почти ничего не слышали о том факте, что он принимал СИОС. Он и многие другие. Вы не должны были замечать это, но кое-кто все же заметил. Журнал политической психологии однажды составил список из десятков массовых убийств, совершенных молодыми людьми, принимающими отпускаемые по рецепту лекарства. Так есть ли какая-то связь? Ну, мы точно не знаем. Мы знаем, что дети принимают гораздо больше этих лекарств, чем когда-либо прежде. И в то же время остальное население не принимает подобные лекарства, отпускаемые по рецепту. И в период с 1991 по 2018 год количество назначений СИОС в Соединенных Штатах выросло более чем на 3%. 3% чего бы то ни было – это огромное изменение. Может, для вас это незаметно. Но смысл этого изменения состоял в том, чтобы сделать американцев более спокойными, более здравомыслящими и счастливыми. Примите эти лекарства, и ваши проблемы исчезнут. Да, возможно, вы онемеете. Возможно, вы потеряете частичку себя. Вы больше не испытываете глубокой радости и станете частично роботом. Но, по крайней мере, вы не захотите убивать себя или причинять вред другим людям. Таково было обещание. 3%. Это сработало? Давайте посмотрим. За тот же период уровень самоубийств в Соединенных Штатах подскочил на 35%. Это сработало? Ну, миллионы людей принимали антисуицидальные препараты, и в итоге у нас стало гораздо больше самоубийств. Так что, возможно, это не работает. Возможно ли, что это усугубляет проблему, как вы думаете? Давайте посмотрим. Массовые расстрелы также резко возросли за тот же период. Вот диаграмма, которая показывает это. Полоумные в Твиттере кричат одно и то же: корреляция – это не причинно-следственная связь. Хорошо, чтобы это не значило. Но скажите нам тогда, что же происходит? Что означает эта диаграмма? Мы знаем, что СИОС опасен. Так написано прямо на этикетке. Они увеличивают риск беспокойства, возбуждения, раздражительности, враждебности, агрессивности, импульсивности и мании. О, ничего особенного. Это точно не причинно-следственная связь. Тогда в чем дело? Согласно одному метаисследованию, проведенному FDA, у молодых людей, которым прописали СИОС, повышен уровень самоубийств.
О, подождите, еще одно самоубийство. Они должны уменьшить количество самоубийств, но у нас становится все больше самоубийств. Может, остановимся на этом? Но мы не останавливаемся. Мы ускоряемся. В период с 2015 по 2019 год употребление подростками СИОС-препаратов в Соединенных Штатах выросло почти на 40%. Похоже, это не работает. Значит, надо увеличить объемы. Вам не кажется это огромной и чрезвычайно очевидной проблемой? Это же совершенно очевидно. Люди сами не свои. Они принимают лекарства, которые, по-видимому, вызывают поведение, для предотвращения которого предназначены эти лекарства. Почему об этом не говорят по телевизору? Давайте посмотрим. В 2020 году фармацевтическая промышленность потратила более 4 миллиардов долларов на рекламу на национальном телевидении. Итак, сколько это стоило на самом деле? Ну, чтобы представить это в некотором контексте, в 2020 году Pfizer потратила на рекламу больше, чем на исследования и разработки. И это не было плохим решением. Это было великолепное решение. Выручка Pfizer в прошлом году удвоилась и составила более 81 миллиарда долларов. Как же они это делают? Что ж, рекламная кампания принесла свои плоды. Это помогло убедить политиков заставить все население принимать продукцию Pfizer. Продукцию, которая работает не так, как рекламируется. Которая причинила вред огромному количеству людей и побочные эффекты, которые компенсируются судебными исками Конгресса Соединенных Штатов. И это неплохая бизнес-модель. Вы можете подумать, что это может стать темой статьи в средствах массовой информации. Но нет, никаких статей о Pfizer. Им платят за то, чтобы они были фанатами Pfizer. В результате они ими и являются. Вот твит, например, от CNBC, которая якобы является новостной организацией, и мы цитируем: «Pfizer имеет уникальные возможности для продвижения МРНК, что может стать прорывом в лечении других инфекционных заболеваний, генетических заболеваний и рака». Это рекламный пост Pfizer, который находится на странице этой новостной организации в Twitter. Они признают, что это платная реклама для Pfizer. Но в защиту CNBC скажу, что они не одиноки. Почти все новостные репортажи, которые вы видите в Соединенных Штатах, это платные публикации Pfizer. Посмотрите это видео. Anderson Cooper 360, brought to you by Pfizer. ABC News Nightline, brought to you by Pfizer. The Human Factor, brought to you by Pfizer. CBS Health Watch, sponsored by Pfizer. Good Morning America is brought to you by Pfizer. CNN Tonight, brought to you by Pfizer. Все это подарила вам компания Pfizer. Но почему так? Ведь не телеканалы назначают вам лекарства, это делают врачи. Так зачем же фармацевтической компании Pfizer давать рекламу по телевидению? Ну, мы не совсем уверены в ответе. Давайте сформулируем это так. Не задерживайте дыхание в ожидании, что CNN или Good Morning Америка внезапно сделают расследование о потенциальной связи между отпускаемыми по рецепту лекарствами и насилием. Этого наверняка не произойдет, поскольку они спонсируют эти каналы. И поэтому они будут продолжать говорить вам, что все дело в оружии. Все дело в оружии. Неужели кто-нибудь действительно верит, что все дело в оружии? Если бы вы действительно считали, что оружие вызывает насилие, вы бы, например, потребовали гораздо более сурового наказания за хранение оружия в городах. Ведь именно там происходит большая часть перестрелок. Но никто этого не делает. Почему? Потому что там живет большая часть демократического электората. Так что шансы того, что к ним будут применяться какие-либо суровые меры, стремятся к нулю. Вместо этого политики используют эти трагедии, чтобы сделать то, что они всегда хотели сделать. А именно разоружить своих политических оппонентов.